Дуже втішно всіх нас сьогодні бачити у контексті цієї неймовірної виставки, яка називається «Кожен день». І сьогодні в рамках цієї виставки, одна з фінальних подій цієї виставки – це розмова, яка називається «Видиме і невидиме у протесті. Рівні взаємопідтримки». І будемо сьогодні про ці важливі речі говорити ми разом. Напевно, час назвати себе. Мене звати Ірина Славінська, я продюсерка Радіо Культура і одна з тих, хто долучається до кампанії проти сексизму, яка називається «Повага». І для мене велика честь поруч із собою представити мою співрозмовницю. Це Ольга Шпарага, білоруська філософиня, радниця з питань освіти у штабі Світлани Тихановської і членкиня Координаційної ради феміністського блоку. І перш ніж ми перейдемо до розмови і до нашої дискусії, публічного інтерв'ю, скажу декілька важливих технічних речей. Після близько години розмови у вас у всіх буде можливість поставити запитання. Тут є колега з мікрофоном, котра буде готова надавати слово тим, хто матиме бажання. Для цього можна буде підняти руку або якось іще себе означити, для того, щоб ви могли вступити з нами в діалог. Я також нагадаю ще дуже важливу річ, що цей проект «Виставка кожний день» відбувається завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження. І теж нагадаю про партнерів проекту. Це представництво фонду Конрада Аденауера в Україні, це представництво фонду імені Гайнріха Бьоля у Києві, це регіональний офіс фонду імені Фрідріха Еберта «Діалог Східна Європа», це представництво фонду Фрідріха Наумена «За свободу» в Україні та Білорусі, представництво фонду Ганса Зайделя в Україні та Білоруський фонд культурної солідарності. І будемо ми починати, я думаю, темою саме солідарності. А перш ніж ми поринемо в цю тему більш глибоко, я пропоную трохи зануритися у контекст. Напевно, не буде перебільшенням сказати, що всі ми кожен день, як ця виставка і називається, кожен день в Україні стежимо за новинами, які відбуваються у Білорусі. Ми багато співпереживаємо, ми багато хвилюємося. І ми з Ольгою перед початком нашої зустрічі говорили, що одна із тем, яку сьогодні дуже багато обговорюють, це так зване інтерв'ю, в лапках це скажу, на телеканалі ОНТ Романа Протасевича. І я думаю, що з цього новинного приводу ми розпочнемо. Не обов'язково говорити саме про це відео опубліковане, але нехай це буде для нас нагодою почути від Ольги нагадування про контекст. Так, що з актуальних речей, що з актуальних новин про Білорусь нам важливо сьогодні на початку цієї розмови пам'ятати. Большое спасибо, во-первых, за приглашение всем организаторам и организаторкам. Я очень рада, что эта выставка состоялась. У меня уже ощущение... Я сегодня впервые живьем увидела, что я здесь уже была, поскольку вот Антонина Стебур, одна из кураторок, присылала мне экскурсии индивидуальные по этой выставке. Тексты я, конечно, все прочла, часть работ знаю, и это такое событие для меня тоже. Очень рада, что мне удалось приехать. Что касается актуальной ситуации, вот недавно я такой небольшой текст писала вот об актуальной ситуации, выделила 3 понятия: сопротивление, забота, терпеливость. Ситуация, которая характеризует настоящий день. Ситуация в Беларуси очень тяжелая, поскольку государство продолжает массированные репрессии против общества в целом, в самых разных сегментах. Кроме того, что официальных у нас на сегодняшний день 470 политзаключенных, по данным правозащитного центра «Весна», более 35 тысяч людей прошли через разные формы арестов, вот, начиная с августа. Последнего времени такие громкие события мая. Это 14 июня началось так называемое «Дело студентов». Это суд над 12 человек. Это процесс, и студенткам угрожают сроки большие. Пока вот первая была часть суда, будет он продолжаться, этот суд. В середине июня была осуществлена атака на самый большой портал в Беларуси Тутбай. В результате 15 человек, сотрудников портала, находятся сегодня тоже в тюрьме. 1 июня попытку самоубийства совершил в суде
Степан Латыпов. Это вот первый защитник так называемой площади перемен, одного из символических мест в Минске. Ну, и совершил он эту попытку самоубийства, объяснил тем, что перед тем, как совершить, он сказал, что меня пытали и добивались ГУБОПИК, одна из силовых структур, чтобы я признал свою вину, иначе пострадают мои родственники и друзья. Ну и, к счастью, да, он выжил, находится в тяжелом состоянии, но как бы вот это большое свидетельство того, что пытки продолжаются, власти добиваются, хотят вернуть общество в то состояние, в котором общество находилось до 9 августа, что, на мой взгляд, невозможно. Я считаю, что революция началась и будет продолжаться, и сегодня вот она, это уже не протесты, но сопротивление. Вот. И история с Романом Протасевичем, который был один из создателей, сооснователь телеграм-канала «Некста», который сыграл очень важную роль в ходе протестов и революции. И Лукашенко, чтобы вот отомстить Роману Протасевичу, захватил самолет, перешел на такой новый уровень терроризма. Ну, это показывает, как сегодня существуют авторитарные режимы. Они существуют на глобальном уровне, да, они вплетены в глобальные отношения, это показатель. Вот, и вот это интервью, которое вчера появилось, также является свидетельством того, каким истязаниям, пыткам подвергаются люди в тюрьмах, продолжают подвергаться. Ну и тем не менее, чтобы не говорить только вот об этом ужасе, люди продолжают сопротивляться, насколько это возможно. Ну и, надеюсь, мы дальше о форматах солидарности будем говорить, потому что, наверное, самое важное, что активные участники протеста не хотят отказываться от того, что они завоевали, да, а это новое неатомизированное, связанное общество разным способом. И насколько вот сегодня можно отстаивать, и насколько это тяжело, но пока как-то стараються це робити учасники. Я думаю, що ми тут абсолютно логічно перейдемо справді до теми різних видів солідарності. І коли я готувалася до цієї розмови, то пригадувала те, що я чула від, наприклад, покоління українських дисидентів радянського часу, що відбувалося у 70-ті роки, тоді, коли тривали чистки українських дисидентів, 72-й рік, дуже такий важливий і кривавий в цій історії. І я пригадувала, як Йосип Зісерс і багато інших наших старших дисидентів і дисиденток розповідали про їхні форми опору, їхні форми резистансу тому терору, який чинився. Це навряд чи могли бути виходи з великими гаслами чи з мітингами, тому що практично відбувалася зачистка під корінь всіх незгодних, зокрема в творчих колах. І важливо про це згадати в контексті цієї виставки, оскільки ми говоримо і про артистичні форми протесту і опору. Але ці форми підтримки, вони могли бути доволі невидимі. Невелика каса взаємодопомоги, аби родина ув'язненого могла жити. Можливо, якісь форми підтримки з боку тих адвокатів, які ще працювали з дисидентами. Можливо, навіть такі цікаві форми підтримки, як публікація, скажімо, перекладів заборонених ув'язнених перекладачів під іншим іменем неув'язненого і незабороненого перекладача або автора, для того, аби потім отриманий, скажімо, гонорар передати родині дисидента. Цих прикладів можна наводити дуже багато, і справді багато які з них стали відомі тільки потім, після 91-го, коли прийшла незалежність, і ми почали більше про це дізнаватися. І повертаючись у сучасність, до контексту Білорусі, до контексту різних форм і рівнів солідарності в умовах подібного терору з боку держави, які у Білорусі сьогодні існують способи проявити це неатомізоване суспільство, про яке ви говорите, цю солідарність, про яку ми вже почали говорити. Угу. Ну вот во время протестов и с самого начала, в особенности, да, после 9 августа, появились новые формы нетворкинга, взаимодействия людей. К примеру, дворовые сообщества создавали чаты, знакомились физически. Я в своем дворовом сообществе также после 9 августа в первые дни собирала подписи
в поддержку Светланы Тихановской, чтобы опротестовать те результаты. А нам так и на нашем избирательном участке результаты не предъявили, но мы хотели свои результаты предъявить. И с тех пор коммуникация сохранилась, есть новостной чат в моем дворовом сообществе. В сентябре таких дворовых сообществ, чатов дворовых сообществ было более 1000. Сейчас вот по всей Беларуси, не знаю, сколько на сегодняшний день, не перепроверяла, но один из форматов — это вот эти дворовые сообщества, коммуникация между ними. Какой-то второй, не знаю, как там, без номеров, да, еще одной важной формой солидаризации, да, вот этих новых форм взаимосвязи — это разного рода профессиональные сообщества. Часть из них также, возникновение части из них было связано с фондами, фонд спортсменов или медицинских работников. Профессиональные сообщества эти связи также поддерживают между собой. Разновидностью солидарности является солидарность между студентами внутри студенческо-преподавательского сообщества. И в конце февраля Ассоциация белорусских студентов, уже существующая долгое время организация, расширилась, включила в себя 15 стачкомов университетов из 6 белорусских городов. То есть это тоже показатель того, что в этих тяжелых условиях студенты и студентки продолжают как-то, да, коммуницировать, поддерживать друг друга. И вот когда начался этот суд над 14 мая, суд над студентами, то к зданию суда пришло 200 человек. Правда, очень быстро приехал ОМОН, людей разогнали, несколько людей оказались в тюрьмах или оштрафованы. Но, в общем, это тоже форма поддержки, приход в суды, как и такая форма солидаризации. Это письма, которые пишутся тысячами сегодня. И очень интересно, что в этих письмах находящиеся в тюрьмах люди подбадривают тех, кто находится на свободе. Да, я вот из раза в раз обнаруживаю эти фразы, что мы справимся, боритесь дальше, мы надеемся, что эти процессы будут дальше продолжаться. Очень важная часть сейчас солидаризации — это солидаризация на уровне диаспор. Про диаспор также говорилось в контексте революции и протестов, что произошло пробуждение диаспор или вообще стали формироваться, да, диаспоры. Диаспоры многого добились. К примеру, акты демократии, который был объявлен Соединенными Штатами Америки, большой вклад внесли диаспоры, чтобы этот акт возник. Ну и другие достижения есть диаспор. Ну и международная солидарность, да, в сфере академической поддержки, к примеру, важную роль играет международная солидарность, ну и в других сферах. Но стоит, конечно, отметить, все об этом говорят, что механизмов международной солидарности все еще не хватает. И, ну, такая отдельная большая тема, что можно дальше делать. Ну и так как у нас революция с женским лицом, то женская солидаризация, до сих пор женщины проводят акции маленькие, да, выходят в публичное пространство. До сих пор женщины в связи с этим и в целом за свою активность наказываются, получают уголовные дела, но продолжают. То есть женские протесты, женская солидаризация также является важным измерением, продолжает оставаться важным измерением протестов и солидаризации. Теперь уже сопротивления и солидаризации. Но это, наверное, не все, что я назвала. Думаю, еще форм солидаризации. Есть инициативы, которые оказывают помощь. Например, Пробона Бай, возникшая в августе, продолжает свою работу. Байсол, оказывающий финансовую помощь. Пробона оказывает разного рода помощь, и финансовую, и юридическую. Консультация психологов работает. Байсол оказывает помощь материальную. И ряд фондов существует еще. То есть все это, вот эти запущенные в августе и позже инициативы, ну и форматы взаимодействия между людьми продолжают работать. И ну вот я как там из своей философской перспективы вижу, что это экзистенциально важно для людей, да, что это такое было переоткрытие, переосмысление самих себя, понимание, насколько
новое качество вообще существования и жизни в таком неатомизированном обществе. Мне кажется, что отказ от этого — это не только признание, да, торжества авторитаризма в Беларуси, но и отказ от этой какой-то новой жизни, которой хотелось бы жить, да, в неатомізованому обществі. Так, це справді може бути і є великою мірою історія про довіру. І я думаю, що ті, хто дивляться цю розмову тут тепер в мистецькому арсеналі або дивитимуться її на відео, от з ваших слів і прикладів можуть пригадати власний досвід, хоча б Євромайдану 13-14 року, де так само діяв і величезна група адвокатів, які пробоно надавали допомогу тим, кого затримував тодішній режим, і логістичний штаб, який допомагав, наприклад, надавати допомогу і житлом, і харчуванням, і багатьма іншими речами. Але годі тут продовжувати говорити багато чи забагато про український контекст. Ми дуже плавно переходимо до ще однієї важливої сюжетної лінії, і всі, хто вже були сьогодні і подивилися цю неймовірну виставку «Кожен день», вже бачили, я впевнена, тут роботи Ольги Шпараги. І це роботи, створені під час ув'язнення, це тюремні замальовки. І я би хотіла запитати про них. Ви так само пишете, зокрема, про ці роботи і про цей досвід, що це був досвід, зокрема, і сестринства жіночої солідарності. Розкажіть трохи про це і про свої тюремні замальовки. Мене, наприклад, як людину, яка колись записувала інтерв'ю зі Станіславом Масєєвим, дуже цікавить історія про те, як можна свої рукописи, зокрема малюнків, винести з ув'язнення. Наскільки тюремники дозволяють такі артефакти винести з собою на волю. Угу. Прежде чем говорить об этом тюремном опыте, хочу сказать, что мне в определенном смысле повезло, что я могла читать лекции, делать рисунки. В другой ситуации другие люди подвергались физическому насилию, пыткам, и это продолжается до сих пор, в гораздо более тяжелых условиях находились, да, и это такими волнами происходит в Беларуси. И сейчас продолжаются пытки, издевательства над людьми в тюрьмах. Что касается моей этой истории, то что про эти рисунки сказать, про что нужно рассказать? Давайте почнемо з досвіду солідарності. Жінки в одній камері, жінки в ув'язненні. Як вони живуть і взаємодіють? Як ви живете і жили і взаємодіяли? Почему, возникло это понятие сестринства? Потому что оно все-таки обозначало новый опыт для меня, когда женщины в тюремном заключении делятся всем, начиная с еды, кончая нижним бельем. И это такой опыт, который, с одной стороны, превращает нас в такое коллективное тело одно, а с другой стороны, это вопрос о признании границ, потому что нужно быть терпеливыми, да, к тому, у каждого свой там все-таки какой-то ритм, да, и мы на виду друг у друга, ты никуда не скроешься. И это это коллективное тело, которое болит, общее тело нас объединяет, и мне кажется, что этот опыт, когда все эти различия отступают, и самым важным становится эмпатия, умение слушать друг друга, видеть друг друга постоянно, это повышенное внимание к каждой, да, и понимание того, что я могу сделать. То есть я сразу почувствовала, что, мне 47 лет, и у меня большой опыт, и мне есть чем поделиться. Я почувствовала успокоение в тюрьме, в то время как женщины более молодые, им было тяжело, что у них нет часов, нет гаджетов, они были растеряны, и я сразу, мой ответ был, что я могу кучу всего рассказать, читая лекции, могу структурировать время, рассказывая еще, как философы описывают, да, как время структурируется в обществе, в том числе тюрьмой, как это Фуко анализировал. То есть я сразу поняла, что мои знания прям в том числе для этого пространства, для этого времени, для этих женщин, и все это было в общем, все слушали, да, и у нас было две женщины в тюрьме несколько дней, которые проходят не как политические заключенные, а женщины, страдающие от алкогольной зависимости, и они тоже вместе с нами читали лекции, обсуждали. Юлия Мицкевич проводила воркшопы, мы осмысливали, что значит быть женщинами, и
Все участвовали, да, мы все вместе участвовали. Одна из женщин утром проводила зарядку нам. В общем, это все про то, как, ну вот, в таких, ну, непредсказуемых новых условиях мы можем выстроить отношения таким образом, чтобы помогать друг другу, сохранять, там, я не знаю, и развивать даже самое лучшее в нас. И, конечно, в тюрьме, потом я уже проанализировала, что было страшно, что ты не знаешь, что сделают, да, те, кто находится за дверью, да, периодически приходят, и, ну, если ты не понравишься там охраннику, он тебя ударит, да, то есть это постоянно, все-таки это давлеет, и мне кажется, вот это какая-то, то, что мы являемся таким одним телом, мы связаны эмпатией, и реагируем мгновенно друг на друга, это в том числе защита от насилия, которое может угрожать, и готовность, да, поддержать друг друга вот очень быстро в любой момент, потому что ты делаешь это и вот в течение всего времени. Ну и это развитие эмпатии, это развитие заботы, самозаботы. То есть это момент для того, чтобы вот такие и там, чувственные вещи, да, чтобы их развивать и затем в жизнь переносить, в дальнейшую. То есть мне кажется, что вот забота как, не только как наше отношение друг к другу, но и как принцип организации жизни в демократическом обществе. Вот он из тюрьмы, я надеюсь, хотя это, конечно же, и травматический опыт, но вот это есть у него эта сторона взаимоподдержки, которая нужна всегда і за пределами тюрми. Так, це, до речі, певний парадокс, такі практики свободи, правда? Коли можна бути разом і, наприклад, читати лекції, бути разом, дбати одна про одну, при цьому перебуваючи в тюрмі. І тут, продовжуючи про ваші замальовки тюремні, звідки виникає потреба щось намалювати? Чи це дозвілля, розвага, щось інше? Угу. Ну да, я уже про это много рассказывала, поскольку про это много спрашивают. Виктория Ламаска как-то тоже, с которой мы познакомились в ходе революционных событий, мы с ней обсуждали этот опыт. Ну, первое, это, конечно, я до этого рисовала, и я знаю, что это такое. Это возможность дистанцироваться от того, что происходит, сфокусироваться на том, что происходит, это успокоение, это структурирование времени. То есть все это, да, но самая все-таки моя важная мотивация была, я видела, какие прекрасные женщины, мне хотелось их нарисовать, мне хотелось запомнить этот момент. То есть я ими любовалась, любовалась во всем этом, и просто ими любовалась, потому что они красивые, что они борются, и потому что они красивые, вот как сестры мои. Вот. И потом, между прочим, другие женщины тоже стали рисовать. То есть это была еще и школа, то есть можно много чем заниматься, да, но все-таки искусство, наверное, это то, что нам помогает что-то еще в себе открыть, да, всегда. И мне кажется, так как я и до этого рисовала, да, а кто-то из женщин не рисовал, и для них это был новый опыт. И, конечно, когда это совсем новый опыт, то это и меняет тебя. И это было здорово, что это еще работало как импульс, это опять работало как сестринство, даже на уровне рисования. Тюремники дозволяли ці роботи зберігати? Ви могли ними володіти? Адже це, напевно, теж один зі способів прояву влади і прояву несвободи, коли твоє мистецтво хтось забирає. В общем, у нас была такая история, что у нас был такой дневник, листочек, где мы писали, то есть это был календарь, кто из женщин когда выходит. И когда нас там однажды вывели на прогулку, этот листочек лежал на столе, и какие-то другие были рисунки. Все это охранники уничтожили. И мы там, я не знаю, по-моему, мы только с третьего раза поняли, что надо все прятать. Второй раз, по-моему, тоже это оставили, подумали, ну, может быть, это случайность. Ну, конечно, рисунки я прятала, вот, и когда из тюрьмы я выходила, то не проверяют вещи, да, то есть, ну, не знаю, у нас не проверяли, и про это нам как-то рассказывали, так как все время есть круговорот людей, да, то про то, что вынести есть возможность, на это была надежда, да, нужно было только, когда в тюрьме мы находились, как-то, чтобы не были на видном месте.
наши записи и рисунки. Я дневник тоже вела, конечно, в тюрьме. Ви вже згадали ось цю фразу про те, що у Білорусі це революція, це протести з жіночим обличчям. І я думаю, дуже важливо у цій частині нашої розмови про це поговорити окремо. От ми вже теж з вами за кадром до початку цієї зустрічі почали говорити про контексти. Я пригадувала про те, що, наприклад, коли 2013 року на Майдані Незалежності у Києві вийшли перші жінки з гаслами «Половина Майдану», апелюючи до половини протестувальників, жінок, які складають половину протестувальників. Це було дуже незвично, але водночас це було дуже звично, тому що одна з традицій українського руху громадянського – це наявність жіночих рухів. Вони існували в 19 столітті, вони існували в 20 столітті, вони продовжили існувати у 21 столітті. Як жартують на 8 березня під час маршів жінок, на плакатах «Фемінізм – українська традиційна цінність». І коли ми сьогодні говоримо про участь жінок у протестах або в якихось рухах, в Україні ми розуміємо, що це історія з корінням, і вона не з'явилася вчора. Давайте поговоримо про білоруський контекст. Жінки, які виходять на вулиці з серпня 2020 року, жінки, які продовжують сьогодні долучатися до різних форм опору або до різних форм солідарності. Це щось незвичне у контексті Білорусі, чи навпаки, це так само історія і тяглість, і продовження попередніх серій цієї боротьби? Угу. Ну вот о более длинной истории мне сложно говорить, как-то вот я не концентрировалась на ней. Но что касается более короткой истории, то, к примеру, вот эта история о том, что и официальный дискурс, и представление там, Лукашенко и его окружения о том, что женщинам нужно сидеть дома, связано с высказыванием нашей несменной главы избиркома Лидии Ирмошиной 2010 года. Она сказала, что нужно сидеть дома и варить борщи женщинам. И в связи с чем? В связи с тем, что в выборы 2010 года в протестах также участвовали женщины и пострадали. Женщины-журналистки. И Ермошина вот в связи с женским участием тогда сделала такое заявление. Лукашенко постоянно тоже его поддерживал. Это очень важно, да, для него транслировать представление о том, что у женщины определенная роль. В конкурсах красоты, конечно, участвовать, но главным образом в политику не вмешиваться. И накануне выборов и была известна, да, его фраза, что он любимую не отдаст, и за женщину политика голосовать не будут. Да, то есть женщина место это в семье и, в общем, в руках тирана домашнего, да, будучи жертвой домашнего насилия. То есть так восприняли фразу Лукашенко. Вот. И выходит, что касается этой такой короткой политической истории, то женщины все-таки были активными, женщин много в партиях, в общественных организациях, но интересно, что вот, к примеру, феминистка Ирина Соломатина как-то охарактеризовала женщин в оппозиционных белорусских партиях как ноги партий, что женщины не на лидирующих позициях, женщины выполняют всю эту рутинную работу, занимаются опросами, разносом, там, я не знаю, листовок, вот, и ну, на побегушках находятся. И 2020 год, вот он эту ситуацию изменил, да, то есть было там несколько шагов, что женщины вышли на передний план уже в июне, да, с арестом парижской коллекции, арт-коллекции Белгазпромбанка, парижская школа, лицом которой стала Ева Хаима-Сутина, портрет 1928 года. И вот тогда уже женщины, да, вместе с этим портретом вдруг вышли вперед. Да. И ну, Мария Колесникова тоже из этой же среды, арт-среды, где женщины важную роль играли, и играют, и занимают в том числе лидерские позиции. Вот. Но до этого можно сказать, что женщины также, да, находились, да, в этом общественном поле, но не были в такой мере видны и, ну, и важную свою роль играли. Вот вы так цікаво сказали, що жінки вдруг вышли вперед. А вдруг ли они вышли? Да, ну на самом деле в книге в своей я описываю, что это не вдруг, да, и предпосылки для этого были, связано это с тем, с одной стороны, что
белорусские женщины, как показывают исследования, образованы, белорусские женщины действительно активно участвовали. Вот за последние 10 лет в Беларуси культурные и социальные инициативы активно развивались, то, что было позволено. И там было много женщин, в том числе на лидерских позициях. Но второе условие негативное – это то, что женщины, тем не менее, им не хватает уверенности в себе, да, они соглашаются на эти вторые роли, и нужен такой какой-то толчок, да, для того, чтобы женщины со всеми их компетенциями для участия в общественной и политической жизни вышли вперед. В 2015 году Татьяна Короткевич из «Говори правду» инициативы участвовала в президентских выборах, и ее участие было окружено сексистскими высказываниями, в том числе в сфере НГО и всей этой независимой сферы. Было понятно, что если женщина выходит в такое политическое пространство, то ей приходится сталкиваться с дополнительной агрессией, с дополнительным недоверием. И это вот эта преграда для того, чтобы женщины выходили вперед, хотя у них есть для этого, да, знания, компетенции и умение работать в команде, да, и желание. Вот. И мне кажется, что вот эти вот как бы два фактора, что женщины готовы и хотели бы участвовать, да, и вот эта преграда, она за счет того, что первый этап появились новые лидеры мужчины, и на втором этапе, то есть как бы немножко выход вперед чуть ослабли эти преграды, да, хотя я считаю, что женщины могли бы и не выйти, то есть неправильно говорить, что женщины вышли, потому что посадили мужчин. Мужчин посадили, могли бы новые мужчины выйти, да, то есть тут не было ситуации, и выходили новые мужчины затем, да, то есть это не само собой разумеется, что женщины вышли вперед, вот, но мне кажется, что ослаб этот барьер, да, то есть и вот эти новые лидеры, да, не политики, а Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало, которые позиционировали себя не как политики, а как представители разных сегментов общества и призывали к тому, что только вместе со всем обществом они могут справиться с ситуацией, выиграть выборы, да, этот импульс оказался важным и для женщин. Да, тоже вот этот вот барьер того, что мы не политики, да, у нас нет этого опыта, но мы можем попробовать. И сейчас момент, когда каждый и каждая, от каждого и каждой зависит, удастся ли нам добиться того, чего мы хотим. Мне кажется, що він зіграв важную роль. Чи сьогодні жінки в Білорусі себе усвідомлюють як силу? Ну, я очень надеюсь, и разные наши дискуссии, в том числе, которые мы проводим, фемгруппы показывают, что сдвиги есть некоторые, да. Я помню, была одна из дискуссий, где мы даже договорились между собой, что если другие участницы не будут говорить о политике, что я расскажу про политику. И тут вдруг началась дискуссия, и все женщины говорили про политику. Да, все другие участницы, одна была музыкантша, вторая дизайнерка, но они вдруг все заговорили о том, как важно, чтобы женщины участвовали в политике. Вот. И с другой стороны, в нашей фемгруппе мы говорим о том, сами сталкиваемся с этим, что женщины... Значительная часть, ну или какая-то часть женщин считают свое участие в протестах, в революции, ну, чем-то само собой разумеющимся, да, это все должны были участвовать, те, кто мог, участвовал, и мы участвовали, и не связывают это, да, не связывают это с политикой, да, и не связывают это с дальнейшим участием женщин в политике, и мы это интерпретируем в нашей фемгруппе тем образом, что женщинам еще нужно осознать, да, осознать, что все-таки это участие было связано с политикой, и женщины внесли очень важный вклад, и очень важно, чтобы и в будущем женщины вносили вклад, да, в построение демократической Беларуси, поэтому это нужно осознавать, да, и понимать, как это работает, дальше солидаризироваться. Важно, чтобы и мужчины женщин поддерживали. Ну и в целом
общество, инфраструктура и структуры так работали, чтобы самые разные люди на разных уровнях участвовали в политической жизни. И вот этого осознания и понимания не хватает. Так що все очень непросто. Так, я саме думала поставити таке підступне запитання, чи ті жінки, які долучаються і, можливо, усвідомлюють або на шляху до усвідомлення себе як сили, усвідомлюють це як феміністичний порядок денний, як гендерну проблематику. В Україні, як і в багатьох країнах, є проблема зі словом на букву «Ф». Так, не всі люди готові говорити спокійно про фемінізм і так далі. Що в Білорусі з цим? Да, в Беларуси все тоже сложно. Но если мы, например, говорим о женских маршах, да, которые стартовали 29 августа, был первый марш, и потом 5 или 6 маршей было, и я считаю, что женщины как коллективный субъект о себе заявили, то с самого первого марша была феминистская колонна. И ЛГБТК-сообщество тоже как часть этой феминистской повестки важную роль играло. И это только часть, понятно, это не охватывает всех женщин, но это совершенно нормально, что женщины разные, у них разное понимание себя, разные формы репрезентации, и среди этих женщин, которые там условно не феминистки, да, это тоже очень разные роли женщин, это женщины разных профессий, разных возрастов, разных генераций. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что феминистское измерение есть, и мне кажется, что участие женщин, да, и участие было, почему мы говорим, что это женское лицо? Потому что женщины все-таки новые идеи, стратегии предложили, да, и объединенный штаб, и первая женская цепь солидарности 9 августа. То есть вопрос, как проходили бы протесты дальше, если бы эта цепь не образовалась, да, то есть были бы дальше протесты. Потом, если мы говорим о женских маршах, это еще одно новое измерение, да, и каждый раз, мне кажется, это речь про empowerment, про то, что женщины чувствовали эту свою силу. В интервью женщины, которые участвовали в цепи солидарности 12 августа, говорили, что мы берем инициативу у объединенного женского штаба, вот они вышли вперед, теперь мы хотели бы их поддержать. То есть это вот как бы такая передача этих идей и силы друг другу женщинам. Ну и это вот этот empowerment, о котором феминистки постоянно говорят, который необходим женщинам, да, для того, чтобы они в общественной политической жизни участвовали. Ну и с другой стороны, политизация как второе измерение того, что происходило с женщинами, то, что можно с феминизмом и нужно связать. Да, конечно, политизация тоже происходила. Да, и какая-то часть женщин интерпретировала свое участие в политических терминах, хотя не все. Да. Ну, то есть, еще идея, которую я отстаиваю, что общество в целом, да, в разных его сегментах говорило на языке феминисток, да, это, наверное, очень важно. Я видела периодически плакаты, вот в коллекции фотографий у меня есть плакат, ну, мужчина, который, скорее всего, к феминизму не имеет отношения, стоял с плакатом «Бьет, значит, сядет». Да, это плакат, который обычно женщины, которые отстаивают закон о противодействии насилию в семье, используют, и другие высказывания, да, которые принадлежат к феминистскому языку. Да, и тут вдруг можно было увидеть на больших маршах такие плакаты. Почему они появились? Потому что главной темой протестов было как-то альтернативу предложить насилию, да, ненасильственный ответ на насилие Лукашенко, ответ на эту его мысль, что любимую не отдают, да, что вся страна находится во власти вот такого насильника, который понимает как свою собственность, как семью, страну. И общество заговорило на языке, которым феминистки давно говорят, да, борясь с насилием в семье и другими формами насилия. И я надеюсь, что это тоже такой важный импульс. Да, что, ну и, в общем, белорусское общество показало, что у него, у разных групп другое отношение к насилию, чем у власти и вот у этого аппарата, который вокруг Лукашенко. Такая как бы водораздел сформировался между Лукашенко и обществом, но пока приходится продолжать обществу мириться, сопротивляться дальше, да, но пока общество не может справиться, да, вот с
с тем потенциалом и с теми структурами, которые были созданы, чтобы эту насильственную форму существования поддерживать. Якщо продовжити розмову про терор і про форми тиску, чи відрізняються форми тиску на жінок і чоловіків, які долучаються до опору? Формы участия или формы... Давления на женщин и мужчин? Ну и да, и нет, да, то есть начиная с 9 августа, когда было 3 дня террора, и за 3 дня 7 тысяч человек было задержано, и люди подвергались пыткам, в том числе женщины подвергались пыткам и изнасилованиям. То есть, когда вот в самых жестоких формах себя проявляют этот режим и силовой аппарат, то женщинам достается также, но есть дополнительные, есть специфические формы, да, насилия над мужчинами и женщинами. Например, к женщинам применяется, когда у женщин отнимают детей, да, это или угроза того, что у женщины отнимут детей, потому что она участвовала в протестах. Вот есть такая форма давления. Вот иногда там в каких-то форматах протеста, да, режим не хотел женщин, хотел как-то меньше отправлять в тюрьмы. То есть с этим тоже протестующие сталкивались, что были такие периоды, когда там в большей степени прямо на протестах мужчин задерживали, но это тоже как бы волнами, и когда как в тюрьмах тоже зависит от того, как там складываются условия. Вот. Но в общем, женщины наказываются, осуждены сейчас женщины на годы в колониях. Это все, конечно, и сопротивляются там. Есть такая Наталья Херше, вот она уже в который раз оказывается в карцере, потому что не хочет в колонии выполнять вот ту работу, например, шить одежду для кого-то там, для этих представителей режима. И вот она сопротивляется и наказывается, как и другие, как и мужчины. Продовжуючи цю тему, можливо, ми можемо далі дізнатися трохи більше про форми, знову-таки, підтримки і солідарності тих жінок, які в тюрмі. І це запитання не тільки про ваш особистий досвід сестринства і солідарності, а загалом про форми допомоги жінок, які потрапили в ув'язнення. От я вчора дивилася один з репортажів, і мене вразила деталь про те, що одній з жінок, котра так само була в арешті, її якісь родичі допомогли тим, що забрали дитину до себе в село, подалі від небезпек і режиму і так далі. І я подумала про те, що це така проста дія, але вона, напевно, дуже ефективна. Вона позбавляє мінус однієї тривоги. Поки мама в ув'язненні, вона знає, що дитина, принаймні, захищена рідними, які не будуть чинити небезпек. Які ще існують способи підтримки жінок, які в тюрмах? Ну, я уже говорила об этих письмах, которые пишутся, и очень интересно цитат из женских писем. Много я как-то сталкиваюсь с цитатами именно из женских писем. Юлию Слуцкую, периодически глава пресс-клуба такой важной институции журналистской в Беларуси. Ну вот женщины до сих пор делают эти маленькие акции в городском пространстве, и в очередную годовщину цепи, вот этой первой женской цепи солидарности 12 августа, годовщина была 12 мая, да? 12 мая и 12 июня. Не годовщина, а сколько там было месяцев. Ну, в общем, да, через 9 месяцев вот сделали цепь солидарности. Одна из женщин после этого оказалась в тюрьме. Я, кстати, так и не знаю, вышла она или нет. Да. Ксюша Тырсикова, да. Вот. Что у нас еще, какие формы именно женской солидарности? Ну, не знаю, мы нашей фем-группой следим, просто мы делаем дайджест, мониторим.
каждую неделю, что происходит с женщинами, кто из женщин задерживается, осуждается, и как-то пытаемся отслеживать. Что еще у нас есть? Какие-то формы специальной женской поддержки. Ну, але я думаю, що названих речей вже дуже багато, і так само пригадую, що в історії про українських бранців Кремля, тих, кого утримують у тюрмах Російської Федерації, так само важливою є історія про листи, яка з одного боку комунікує, що ці в'язні не забуті, тому що їм пишуть, і для катів комунікує те, що ці в'язні є важливими, про них пам'ятають, їм пишуть, і це теж допомагає цю сліпу пляму трохи висвітлити, так, і зробити більш видимою. І тут я суто асоціативно подумала, що ці практики, вони дуже нагадують те, що могло відбуватися знову-таки в час радянський, коли чимало людей опинилися у ГУЛАГу, зокрема жінок. І є в Україні неймовірна праця Оксани Кісь, яка називається «Вижити значить перемогти», присвячена вона жіночим досвідам у ГУЛАГу. І в ній можна прочитати чимало про ті практики взаємопідтримки жінок у ті далекі страшні часи. Чи для Білорусі є важливим, можливо, вивчення такого досвіду, можливо, збір історії про жінок, які були ув'язнені в лагерях, припустимо? Ну вот я, честно говоря, как-то не сталкивалась, и вот сейчас как-то этот опыт не обсуждают, да, как-то нету отсылок, как-то у нас нету такой в Беларуси, да, такой контекстуализации. Пока, может быть, это и начнется, ну и необходима эта историзация, конечно. То есть как-то сейчас эти параллели проводят, но, ну не знаю, ну не на уровне локальной истории, и что касается женской истории, может быть, потому что эта история еще не написана. Ну і тоді закономірне запитання, що є джерелом тих нових практик, які сьогодні виникають в Білорусі? Практик протесту, практик підтримки людей, які ув'язнені. Якщо це не історія, ну, там, радянська, наприклад, так? Бо я справді, говорячи про подібні речі, абсолютно автоматично згадую українських дисидентів. Це, напевно, теж специфіка якогось мого мислення. У вашому випадку, що вам спадає на думку першим? Що є джерелом? Не знаю, мы же вообще как-то интерпретируем наши протесты и разные опросы в ходе протестов показывали, что наши протесты не отсылают к прошлому, наши протесты опираются на настоящее и на будущее. Да, и в наших протестах очень важную роль играют цифровые технологии, их использование началось же еще там, я не знаю, в мае-июне, то есть когда началась эта история с арестом арт-коллекции «Парижская школа», это же тоже цифровое измерение играло очень важную роль, поскольку эта группа вокруг Евы возникла в Телеграме, и затем она превращалась в различные акции, был проведен перформанс, Надя Саяпина организовала в этом галерейном пространстве, откуда убрали работы, да, арестованные. То есть вот эти вот формы взаимной поддержки, ну, не знаю, они в процессе рождались, то есть очень помогали цифровые технологии, но все это было сконцентрировано в настоящем моменте, и вот процессуальность, это в ходе этих процессов люди учились тому, или значительная часть людей чего не умели, чего не хватало. То есть все мы говорили про наше общество, что в нем не хватает доверия, в нем не хватает понимания, насколько важно сотрудничать горизонтально. И тут мы увидели, что значительная часть людей начали сотрудничать, да, начали делиться опытом, друг друга поддерживать. Я в собственном дворе, когда мы вот в эти первые дни террора собирали подписи, тоже, я не знаю, там у нас было 50 человек, 70 человек, но наши наблюдатели, которые обратились к нам за помощью, сказали: мы тут не главные, мы такие же лидеры, как и вы, только все вместе мы можем
мы можем сейчас, да, сделать эту работу и добиться результатов, которых хотим. И этот вот тезис о том, что мы сейчас учредим какие-то новые отношения, да, и эти отношения важны для того, чтобы мы могли сегодня сопротивляться, а завтра жить в демократической Беларуси, у меня ощущение, что это было вот какое-то такое изобретение, и тем это было притягательно. То есть это вот, ну, не включиться в это, ну, не знаю, особенно вот людям, которые как-то мечтали о демократии снизу, о всех этих практиках. Я там как политический философ, для меня это все идеал, и тут вдруг я увидела, как на разных уровнях все это вдруг происходит, и актуализируется, конечно, там какой-то опыт, знания в настоящий момент актуализируются. К примеру, и вот я сейчас подумала, вот эти дворовые сообщества создавали символы, да, флаги, герба, здесь тоже на выставке можно их увидеть. И вот здесь вот актуализировалась память, связывались разные там из европейского прошлого, советского прошлого, настоящего элементы друг с другом. Но тоже это все было как-то ситуативно, это все было для решения вот задач настоящего момента и с каким-то таким, ну, с элементом изобретения. Но сейчас я думаю, что, наверное, не наверное, а точно важным условием этого было то, что в последние там, 10 лет в Беларуси все-таки в рамках независимых социальных культурных инициатив, которые взаимодействовали с развивающимся IT-сегментом, маленькими бизнесами, уже были и краудфандинговские платформы, да, уже были разные формы правозащитной помощи, уже были разные сообщества, то есть то, что можно там к сфере сотрудничества НГО, IT и маленьких бизнесов отнести, тоже сыграло такую важную роль, но это не было движущей силой протеста. Да? Я называю вот эту взаимосвязь посредниками важными, да, которые помогали, да, и всю эту коммуникацию в телеграм-каналах наладить, встречали в тюрьмах людей, наладили эти площадки, которые оказывали юридическую, финансовую, психологическую помощь. То есть предпосылки этого были вот последние 10 лет такого вот взаимодействия, в том числе в публичных пространствах, потому что в Беларуси за последние 10 лет открывались новые публичные пространства, не только в Минске, там активно происходила жизнь на этих публичных, независимых публичных пространствах. Ну вот я бы сказала, что это было одним из условий, но так как протест он гораздо шире всех вот этих инициатив, в которых я тоже в Беларуси участвовала, то скорее вот эта наша революция имеет характер изобретения и события, если мы про вот в философском смысле говорим, потому что люди, наверное, открыли в себе то, что, может быть, не подозревали, да, что можно там какие-то свои противоречия, различия отодвинуть на задний план, потому что тебе больше не хочется жить при диктатуре, хочется социальных и политических трансформаций. Можно попробовать объединиться, и это вдруг работает. І щоб завершити цю частину подіумну перед тим, як ми перейдемо до нагоди для всіх вас поставити запитання, я, можливо, частково повторю те, про що ми вже говорили, ось таким запитанням. Чи середовище протестувальників одразу прийняло жінок як рівних учасниць протесту? Чи, можливо, це взагалі неправильна форма постановки запитання? Ну да, мне кажется, что я бы так вопрос не ставила, да, что как-то это участие женщин, то есть это было разнообразное участие, да, как мы же видим в протестах и людей старшего возраста, насчет которых были предрассудки, да, стереотипы, что они там все за Лукашенко. Оказалось, они вдруг раз и из понедельника в понедельник выходят на протест как группа люди с инвалидностью. И с одной стороны мы говорим о том, что вот и женщины-участницы, да, и вот и другие разные группы. С другой стороны, все это было
ну, такое общество, как нетворкинг, да, то есть никакая из этих групп не была чем-то, там, не знаю, инородным, да, одна группа провоцировала другую участвовать в протесте, ну, так и было, да, мне кажется, вот там видимость женщин, наверное, как дала толчок в том числе для того, чтобы люди старшего возраста вышли, да, увидев, что ну, как-то мы разные, можем этими разными группами выходить, но в то же время мы связаны и друг друга мотивируем активно участвовать в протестах. Ну и Лукашенко заявлял о том, что женщину не поддержат, за женщину не проголосуют, а все оказалось по-другому. И когда возник объединенный в середине июля возник объединенный женский штаб, то на встречи с Светланой Тихановской, Марией Колесниковой, Вероникой Цепкало приходили тоже, собирались небывалые в истории Беларуси количество людей, да, в особенности в малых городах, да, но и в Минске тоже был поставлен рекорд. То есть, в общем-то, это свидетельствует о том, что совершенно как-то нормально, естественно оказалось, что вот, поддержать женщин, да, ну окей. Я думаю, це чудова нота, з якої далі можна переходити до сеансу запитань від вас, якщо вони є. Якщо комусь є що запитати, то махніть рукою. Ось я бачу в першому ряду запитання. Зараз Анастасія до нас підійде з мікрофоном. Здравствуйте всем, я буду говорить по-русски, потому что я журналист русской службы «Радио Свобода». А белорусы вы невероятные, конечно, хочется вам сказать, с вами Мария Колесниковой. У меня два вопроса. Первый, что с ней сейчас? Вот какие последние сведения, что говорят ее адвокаты, какие-то... Ну вот буквально сегодня пришла весточка, письмо от Марии Колесниковой, где она пишет, что по-прежнему она себя хорошо чувствует, занимается спортом, и как-то она нам все время посылает эти послания, что она держится, и мы должны держаться. Вот, так что... Какие юридические формы для того, чтобы держать ее в тюрьме до сих пор? Вот на каком юридическом основании это все происходит? В чем ее обвиняют? В попытке свержения власти, в беспорядках? Там это как-то комментируется. И почему она так долго в тюрьме? Есть какое-то объяснение? Вот еще же судебный процесс не начался и не назначена дата, насколько я помню, но уже есть эти основания, которые позволят, да, судебный процесс начать, и они связаны в отношении нее и Максима Знака. Это то, что они инициировали, возглавляли Координационный совет, и это значит, что это какая-то... Координационный совет вообще не назван террористической организацией официально, но периодически мелькает такое вот обозначение, что это террористическая организация. Но это организация, которая вот дестабилизировала порядок в Беларуси, хотела захватить власть. Вот, и Мария Колесникова, Максим Знак возглавляли такую организацию. Понятно. Второй вопрос. Когда осенью началась забастовка на предприятиях Беларуси, можно было ожидать, что она перекинется на большинство предприятий. Ну, по крайней мере, со стороны такое впечатление могло возникать. И в этом многие наблюдатели видели будущую победу белорусского народа. Что произошло с рабочим движением, почему эта забастовка захлебнулась, насколько я понимаю, и почему сейчас, возможно ли сейчас возобновить это, или это уже совсем невозможная вещь, и протест переходит теперь в такую стадию глухого сопротивления? Все это нужно как-то глубже анализировать, что случилось с забастовкой. Но я бы, во-первых, не говорила о рабочем движении. Его нет все-таки в Беларуси. Да? Когда это возникло, это поразило всех. Я еще раз скажу, белорусы были невероятные. И вы действительно творили историю на наших глазах. Такого не было со времен солидарности. Один из
представителей вот этих активных рабочих, Сергей Дылевский, который также является членом Координационного совета. Он дал несколько интервью, и вот если их почитать, то можно себе немножко представить эту картину, да, как все развивалось. Когда в первые дни после вот этого, было 3 дня террора, 9, 10, 11 и 12, 13 начинают трудовые коллективы собираться, требовать от администрации ответа. И Дылевский описывает на МТЗ, он вот среди этого актива, его признают как лидера, и он не знает, что делать. Он, ну, там, не знает юридически, да, к кому обратиться, как вообще, как с очком, да, как его создать, да, как предъявить требования, кому, как их добиваться. Значит, он растерян, да, не знает, нету инструментов давления, нету инструментов, чтобы сохранять это вокруг себя людей, которые хотят протестовать, да, рабочий коллектив. Нету понимания того, как давить на администрацию. Администрация в это время начинает, во-первых, мы все решим, мы ответим на ваши требования. Одновременно начинается давление на отдельных людей. Через какое-то время Дылевского арестовывают. И вот то, как он описывает в ряде других интервью, не только на предприятиях, а там в газетах, к примеру, государственных, там то же самое было. Да? В первые дни приходили коллективы к руководству, и одинаковый сценарий. Не знают, что делать, нет инструментов, нету профсоюзной организации независимой, которая может помощь оказать. В первый день большое количество людей, во второй день уже чуть меньше людей, потому что на кого-то давят и непонятно, что делать. В третий день еще меньше людей. То есть, на мой взгляд, не было инструментов, руководство быстро сориентировалось, что делать, да? Где-то задурить голову, где-то посадить в тюрьмы, расколоть, найти разные подходы, да, к разным людям, частям коллектива. И мне показалось, что вот этот момент, там, я не знаю, недельный, 7 дней, был утерян из-за того, что просто общество до этого было наше настолько атомизированное, да, настолько не было этих связей. Ну, то есть коллектив этот чуть ли не впервые вот так собрался, да, и почувствовал себя коллективом. Но при этом не было никаких юридических инструментов, чтобы отстаивать свои интересы, понимания того, как с этим бороться. Ну, а режим достаточно... У них уже были идеи, да, что с этим делать, как людей разобщить, запугать, кого наказать вовремя. Ну вот я так вижу из тех интервью, которые читала. Да. И мне сейчас кажется, что дальше просто нужно наращивать эти связи в обществе на самых разных уровнях, самыми разными способами, потому что еще проблема ведь у этих бастующих коллективов: мы выйдем, а выйдут ли другие? Но это тоже вопрос о том, что нету связи, нет понимания, нет синхронизации, потому что не хватает организации, да, форм взаимодействия. Вот. Конечно, сейчас очень тяжелые условия, непонятно, как это делать, очень подпольно, но в принципе как-то. Еще то, что я вижу, до этого ведь запроса на политику не было. Наверное, тот сдвиг, который сейчас произошел, у общества появился, ну, у значительной части, да, у новых групп запрос на политику, и это тоже, мне кажется, импульс к тому, что эти связи будут формироваться. Да, и просто заговорили, я вижу, что многие люди в политических терминах начали говорить о том, что происходит, о своих интересах. У многих групп вообще не было понимания, что они и группа, что у них есть интересы. И тут вдруг мы увидели, да, что люди начали об этом заявлять и видеть еще другие группы, что важно. Не просто про себя говорить, но нужно понимание, да, как действовать, и что для этого делать. И юристы. Ну, потом появились эти, да, как через какое-то время помощь. Можливо, є ще запитання. Я бачу ось трохи далі в рядах 2 запитання. Здравствуйте, меня зовут Костя. Вопрос про формы солидарности. Вот вы вначале перечислили много примеров, когда
люди организовывались в инициативе, возникали новые сообщества, часто это были горизонтальные, низовые. И мы видим эти формы новой социальности, мы восхищаемся, какие они живые, органичные, какие они часто эффективные. И они возникают там, где государство либо атакует, либо уходит. Как, например, во время коронавируса общество оказалось брошенным, возникли формы, которые стали выполнять функции, которые не выполняло государство. Или потом, когда государство уже стало врагом для общества, тоже возникли эти формы, которые брали на себя многие функции социальные, заботы друг о друге, взаимоподдержки и так далее. Есть ли у вас представление, как после победы, которая будет рано или поздно в каком-то виде, сделать так, чтобы эти формы социальности продолжали играть значительную роль, чтобы продолжали выполнять эти функции, чтобы у них была реальная власть, а не новое государство, хорошее, не забрало эти функции назад, и гражданское общество ушло в спячку? Угу. Ну, это прекрасный вопрос, да. Это все очень важно обсуждать, но очень тяжело, потому что еще важнее план победы, да. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. И в Беларуси, конечно, не хватает очень левой повестки, которая бы отстаивала вот эту горизонтальность дальше, думала, как она будет институционализирована, как она будет представлена на уровне партий. То есть такие маленькие группки есть, но мне кажется, что все только начинается. Да? Вот. И, ну, вот, мне кажется, вот это вот и есть путь, это понимание того, как эта горизонтальность будет работать на уровне самоуправления, в университетах, например, на уровне местного самоуправления, на уровне партий, да, на уровне ценностей, на уровне форматов, которые будет обществу, будут партии предлагать. Конституция – это тоже вопрос, который мы обсуждаем, как она должна меняться, какие должны быть ключевые принципы в ней. Да, и это тоже связано с горизонтальностью. Это все должно быть, получается, на всех этих уровнях, да, нашего политического устройства горизонтальность должна быть отражена и в очень разных, начиная с Конституции, кончая разных форм представительства общественного и устройства государственного, все это должно, да, найти свое выражение. Ну, групп, которые этим занимаются, обсуждают, пока мало, и, ну, это тоже в мой интерес, и нашей фем-группой мы тоже думаем о том, как женщины, как группа, будут в будущем участвовать и будут тоже вот эти горизонтальные структуры поддерживать, в каких форматах они это могут делать. То есть мне кажется, что женщины это тоже, да, вот женское участие — это тоже важный вклад в эти поддержание горизонтальных структур. Дякую. Я бачу, є ще запитання. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и вопрос, я хотел бы, чтобы вы немного вернулись к вопросу о доверии, о том, насколько оно важно для построения каких-то структур общества, горизонтальных, grassroots. Ну, как его строить, что нужно, что работает, что нет, доверия между людьми, если его не было до этого, откуда оно берется и как сделать, ну, как его можно взращивать, что работает, что нет. Угу. Да, тоже, конечно, прекрасный вопрос. И еще до революции я считала, что доверие — это не столько теоретическая проблема, сколько практическая, что доверие нужно практиковать. И я, как работающая в сфере неформального образования, как можно практиковать? Например, студенты работают, делают коллективные проекты вместе, да, и тем самым эти доверительные отношения выстраиваются. И я видела всю свою жизнь работая и в формальном, неформальном образовании, насколько тяжело это получается. Да. И когда началась революция, мы были поражены, что вдруг начали выстраивать эти горизонтальные доверительные отношения. Это значит, что вот эти противоречия, которые есть, да, амбиции личные, конкурентные отношения, они вот были отодвинуты на задний план. Ну и я по-прежнему считаю, что важнейшую роль вносят НГО, культурные инициативы. В принципе, еще важная часть — это делиберативные практики, это вовлечение граждан
с элементами, которые предполагают элементы образования граждан в обсуждении важнейших вопросов, в том числе Конституции. Это совершенно необходимо, чтобы при создании новой Конституции участвовали в этом граждане, да, иначе это приведет к новым взрывам, да, и к тому, что значительная часть групп окажется за пределами вот этого нового социального устройства. То есть я считаю, что нужно как можно больше вот этих вот практических контекстов для доверия создавать, да, от инициатив до государственных программ и до государственной стратегии, которая будет направлена на вовлечение граждан. Дякую дуже. Бачу, ще є запитання, Анастасія. Там біля вас, мені здається, є наші глядачі. Доброго дня. Андрій Сетина, ЄСФ-Інформ. Вам краще на российский мове? Ну нет, немножко громче только говорить. Буквально сегодня я смотрел интервью, которое давал Протасевич, арестованный в Беларуси журналист. Ну, вы знаете, как вы говорите, революция, поднялся народ, но смотря на этого человека, который в соплях, в слезах, выложил все, фактически, про руководство канала. Там, А запитання у вас є? Вибачте, що перебиваю. Ми говоримо про запитання. Я же отношу к этому соратников. Скажите, что вы об этом думаете? Мы обсуждали, да, этот вопрос насчет Романа Протасевича, этого интервью. Я это интервью еще не смотрела, поскольку сегодня весь день в гражданском обществе у нас дискуссия о том, стоит ли его смотреть, поскольку это интервью создано, пытали, очевидно, Протасевича, и, ну, то есть, как бы просмотр этого интервью и поддержка, ну, не знаю, обсуждение этого интервью, это, в принципе, то, чего добиваются власти от нас, режим от нас. Люди по-разному относятся к пыткам, по-разному их переносят. И я приводила пример, что Степан Латыпов, который пришел в суд 1 июня, он был избит, он хромал, на нем были следы тоже пыток. Он сказал, что он 51 день провел до этого в карцере и попытался совершить самоубийство, поскольку объяснил, да, что его принуждают предать друзей. Это другая модель. Да? Но я считаю, что людей, которые могут такую степень пыток и издевательств выносить, их немного. И это нормально, что значительная часть людей не могут это выносить. Мы люди, мы ранимы, и есть пределы, да, того, что мы можем. От высокой температуры, низкой температуры мы просто умираем, да, ничего не сделаешь с этим. И мне кажется, что мы должны проявить эмпатию в этой ситуации и как бы понять, да, Романа Протасевича. Я бачу, є ще запитання. Мені здається, що ось тут з передостаннього ряду було так. Ольга, здравствуйте, студия. Первое, вы уже победили, и победили уже давно. Это факт, первое. Вот я вам хочу задать вопрос. Что бы вы делали, если бы вы стали президентом Беларуси сегодня? Пару слов про 5 лет вашей работы. Вот. И очень важно понимать, что как передать такой актив, как Беларусь, ее гражданам, чтобы их сделать совладельцами такого государства. Президент такая, да. Не знаю, но я вообще считаю, что самое важное — это команда, горизонтальное сотрудничество, понимание того, что в обществе у людей разные ценности, разные интересы, что нужно найти место для их выражения, для их согласования на уровне Конституции, на уровне других законодательных актов, на уровне институтов. То есть, мне кажется, ну и это не только я, значительная часть людей, которые участвовали в этой революции, для которых важна горизонтальность, то, что у нее нет лидеров с большой буквы, что все мы лидеры. Очень важно создать условия для того, чтобы общество дальше максимально участвовало в политике,
да, вовлекалась в разные формы самоорганизации, контроля над теми политиками, которые все-таки, да, будут эти функции выполнять, да, в министерствах, на уровне премьер-министров, президентов. Вот. Но, ну вот я говорила, делиберативные практики, я считаю, очень важно. То есть создать условия, и для этого есть механизмы, да, для того, как вовлекать граждан в обсуждение проблем, в написании законов, в изменении институтов. То есть я считаю, что в этом, ну и в осуществлении трансформации, которые нам необходимы. То есть я считаю, что самое важное – это вовлечение граждан. Я думаю, що ми вже, раніше бачу, що ми вже працюємо понад 1,5 години, і, можливо, це хороша нагода для того, аби тут зупинитися і, можливо, повернутися до перегляду виставки кожен день, можливо, повернутися до цієї виставки в наступні дні, поки вона ще працює. Тут, мені здається, дуже важливо подякувати за неймовірні свідчення та історії, які ми почули від Ольги Шпараги. Дякую за цю розмову і за цю відвертість, і за цю нагоду для нашої аудиторії трохи більше дізнатися і більше зануритися в контекст того, що відбувається в Білорусі, і більше дізнатися про рівні взаємопідтримки і солідаризації, які сьогодні є у Білорусі. Дякую всім, хто прийшли. Я думаю, це добра нагода поаплодувати і подякувати один одному. Дякую. Дякую так само.